Год заканчивается, подводить итоги будете? Конечно. Как же без этого? Перед Новым годом все обычно подводят итоги. Я не исключение. И заодно я постараюсь в это видео добавить слова, которые полезно знать тем, кто изучает русский язык. Сегодня я вам напомню, какие видео появились в этом году на моем YouTube-канале. А что такое появиться? Если что-то появилось, то раньше этого не было, а теперь есть. И расскажу я вам о том, что здесь появилось, на случай, если вы вдруг что-то пропустили, не заметили, не посмотрели то, что может быть для вас полезно. Пропустили, я это слово тоже не понимаю. Пропустить – это значит не обратить внимания и поэтому не посмотреть. Во-первых, в этом году я выложила на свой YouTube-канал 4 видео о суперизвестных персонах и о местах, где они когда-то жили. О ком? Об Ахматовой, о Цветаевой, о Распутине и довольно длинный видеоролик о Ленине. А что значит выложила? Выложила – это значит опубликовала в интернете. А что еще появилось в этом году на вашем YouTube-канале? Так же, как и каждый год, в этом году на моем канале появились видео о некоторых интересных местах. В этом году я рассказывала о Тобольске, о городе, где находилась семья Романовых, перед тем, как их отвезли на смерть в Екатеринбург. Также я рассказала и показала, где в России большая колония пеликанов. Кстати, снять пеликанов было довольно трудно. И есть еще короткое видео о космодроме Байконур. Вы еще кое-что забыли. У вас было видео про барахолку и еще одно про царевича Дмитрия. Были видеоролики для обогащения словарного запаса. А что значит обогащение словарного запаса? Обогатить – это значит сделать богаче, больше. А словарный запас – это все те слова, которые вы знаете. Так вот, чтобы помочь вам обогатить ваш словарный запас, я разместила здесь видео о грибах и ягодах и 2 видеоролика с загадками, с детскими загадками и отгадками. Разместила, значит, выложила, опубликовала. Есть еще видео о вещах, которые сейчас могут показаться странными, но были обычными в советское время. А если мне нужна помощь с грамматикой? Также я не забыла и о грамматике, конечно. Есть на моем канале несколько видеороликов, новых видеороликов, которые помогут вам с грамматикой. А про ваш новый аудиоподкаст вы не забыли? В одном из своих видео я подробно, то есть детально рассказала о своих аудиоподкастах, в том числе о своем новом аудиоподкасте. И там же не только аудио, скажите и об этом. И там не только аудио, там еще и текст с картинками и ссылками. А кроме этого еще и упражнения есть к каждому выпуску подкаста. Упражнения для того, чтобы вы могли повторить слова и выражения, о которых я рассказываю. В Телеграм и Инстаграм у меня тоже кое-что появилось. Я говорю кое-что, а не что-то, потому что я знаю что. Просто сейчас не говорю. Так что добро пожаловать на мой YouTube-канал, на мои странички в Patreon, в Telegram, в Instagram. И у вас еще сайт есть, Russian from Russia, я знаю. Ну и на мой веб
веб-сайт, конечно. Там довольно много материалов, и в следующем году я планирую более серьезно своим сайтом заняться. Поздравляю вас с Рождеством, с наступающим Новым годом. Надеюсь, что Новый год 2024 будет получше, чем уходящий 2023. И самое главное, огромное спасибо всем тем, кто поддерживал и поддерживает меня на Patreon. Благодаря вам я могу делать материалы для тех, кто учит русский язык. Да, большое спасибо всем тем, кто поддерживает Russian from Russia на Patreon. И я тоже всех поздравляю, и очень надеюсь, Новый год будет лучше. Хоть я и не настоящий. Здоровья вам и вашим близким.